Привет, это Олег, а это моя жена Таня и наш сын Эван. Ах да, он у нас аргентинец. Как мы здесь оказались, почему Аргентина, об этом и многом другом мы расскажем в нашем блоге. Садись поудобнее и не суди строго. Мы начинаем. Заехали мы в город Пурмамарка. Это маленький городок провинции Хухуй, известен своими горами. Так и называется гора семи цветов. Довольно эффектно, прямо рядом с городом. На них артезианский рынок, где они продают ручные изделия из керамики, текстиля, какие-то украшения. Оказывается, в Пурмамарке платные парковки. Толик вышел из машины, к нему подошла женщина, чтобы сказать, что ему нужно оплатить парковку. Знакомство с Пурмамаркой началось с рынка. Здесь можно приобрести посуду ручной работы, много различных изделий с изображением ламы, от тапочек и до одеял, а яркость цветов просто зашкаливает. Нам нужен рюкзак. Иван, нам нужен рюкзак? Иван, от тебя здесь. Город оказался небольшим, но очень колоритным. Обязательно нужно прогуляться по главным улочкам городка, чтобы проникнуться атмосферой этого места. На главной площади можно понежиться в тени деревьев. Ну или не заморачиваться и сесть в любом удобном для вас месте, как сделал этот мужчина. Ну и заглянуть в церковь Санта-Роса-де-Лима. Это пушка. Ежегодно в феврале здесь проходит карнавал. Он начинается с выкапывания дьяволов, и целую неделю люди одеваются дьяволами, танцуют, поливают всех пеной, бросают ленточки, даже муку. Все заканчивается подношением пачамами и погребением дьявола до следующего года. Сколько нам ехать до нашего дома нового? Немного, минут 20, наверное. Остановиться мы решили в Телькаре. Здесь можно арендовать жилье по приемлемым ценам и удобно добираться до всех достопримечательностей. Ну и нам пора уже собирать топ-10 необычных футбольных полей Аргентины. Это, пожалуй, самое необычное жилье за все время наших путешествий. Ссылку на этот домик и все локации с нашего путешествия мы собрали в один гайд. Подробная информация о нем доступна в нашем телеграм-канале. Подписывайся. Поднялись с пакетом на гору, чтобы застать рассвет, показать вам виды. Но, если честно, я уже устал ждать. И тут довольно ветрено. Давайте покажу, какие сейчас. Отвлекся на собачку, и вот уже город начал утопать в лучах солнца. Решили прогуляться с Эваном, сходить за завтраком. Как раз магазинчики здесь открываются. 9 часов. Время 8:50. Сейчас прогуляемся по этим улицам интересным. Уже загорели немножко, за сколько? За 4 дня пока здесь. Почтальон. Buenos días. Похоже, почтальон что-то разносит по домам. Hola.
хотели устроить завтрак с красивым видом. И тут подтянулись сразу местные жители. Позавтракав, мы решили отправиться к самому завораживающему месту. Сначала мы долго набирали высоту по горному серпантину. Путь к соляным пустыням лежит через самую высокую точку данных гор. Это Жужуй Альтура, 4170 метров над уровнем моря. Тяжело дышать, на самом деле. Чтобы добраться до соляных пустынь, нужно сначала путь к соляным пещерам. Опять. Чтобы добраться до соляных пустынь, нужно Далее мы спустились вниз к соляной пустыне, и уже на подъезде мы поняли, что нас ждет что-то невероятное. Я уверен, что не будет слышно, но я постараюсь. Это очень-очень крутое место. Реально как будто гуляешь по луне. Нас сейчас будет сопровождать гид на мотике. Как кристальное озеро, не знаю, как оно точно Там называется. типа кристаллизована соль, и я не знаю, это что такое. То есть либо это вода, ну, как вода выглядит, либо это как лед, не знаю. Сейчас посмотрим. Это, собственно, наш гид, который нас сопровождает. Августин. Мы его называем наш проводник на Луну. Окей? Bien, más que nada estos ojos se le dice ojos porque nunca se cierran de sal. En esos orificios que se ven en el suelo, más que nada, ahí mira, look, por ahí sale lo que es gas carbónico con agua dulce y evita el proceso de cristalización. En este lugar se encuentra el pico más grande de la provincia de Jujuy, se llama Cerro Chani. Tiene una altura aproximada de 6.000 metros sobre el nivel del mar. En aquella dirección, el cerro más pequeñito que se ve en el fondo, bien pequeño, es un volcán que se llama el de Coyahuayma. Ese volcán le da origen a un salar que tenemos más atrás. Y en esta dirección, el cerrito que vemos allá marrón es otro volcán, el volcán Tuzle. Y ese le da origen a este lugar que es Salinas Grande. Y en este lugar, los minerales secos con el agua de la lluvia formaban lagunas grandes, las cuales se iban evaporando y a la vez se solidificaban los minerales. En este caso, la sal. ¿Bien? Entonces, más que nada, este lugar tiene un origen volcánico, no marino. ¿Bien? Ahora sí, vamos. Muchas gracias. No, de nada. Тут по дороге что-то мини-ярмарки. Можно приобрести глиняную посуду ручной работы. Такие милые копилочки. Мы вот остановились на этих глиняных штучках. Посуду, которая представлена в этой лавке, изготавливают здесь же. Вот в этом здании Исламы проводят мастер-классы по изготовлению посуды из глины. Итак, мы добрались до города Умауака. Город был построен еще со времен индейцев и является историческим центром культуры и туризма в Аргентине. И располагается на уровне 3000 метров над уровнем неба. Главной достопримечательностью данного города является его ландшафт, он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Целью нашей поездки была гора 14 цветов. Дорога была нелегкой, и плюсом организм ощущал высоту. Мы решили остановиться на смотровой площадке и посмотреть путь, который нами уже был проделан.
Buenos Aires? Buenos Aires. 200. 200 pesos. Yeah. Dale, gracias. Gracias. Gracias, 1 kilómetro ya estás arriba. Gracias. На этом месте, хочешь сказать, Аргентина, ты украла мое сердечко. Можно подобраться гораздо ближе к этой красоте, но с ребенком сделать это проблематично. И мы отправились обратно. Застряли мы. Олег, что случилось? Колесо пробило. И это не очень хорошо. Ну, я тебе скажу, Олег, ты будешь чинить колесо, точнее менять колесо с прекрасными видами. Да, у нас нет домкрата, так что нужно, наверное, оставить машину, чтобы мы смогли поднять машину и поставить другое колесо. Просьба откликнулись 2 девушки, они подъехали, сейчас нам дадут домкрат. Надеюсь, что мы в скором времени сможем выехать. Итак, Олег, ваше впечатление? Мы поменяли колесо на запасное, но долго мы не протянем на нем, я думаю. Почему? Нужно нам заехать в шиномонтаж, чтобы починить это колесо. В горах проткнул колесо и его чинят. А обратно ехать 1700 км. Я отошел поснимать улицы, увлекся перепиской и стал возле машины, ждал, пока вы выйдете. Пока не написала, я не понял, что я стою возле чужой машины. Такое вот бывает переутомление, наверное. В город мы вернулись вечером. Решили пройтись по улицам и найти место для ужина. Заказали мы боливийской еды. Пахнет специями. Выглядит довольно специфически. Вроде как вкусно. Ужин, к слову, был восхитительным. Вкусная еда, приятная музыка и милое место. На этом наше путешествие подошло к концу. Спасибо, что разделили с нами красоты невероятной Аргентины.